До кінців важеля прикладений направлений вниз сили 6 ньютонів і 4 ньютона. Точка опори знаходиться на 5 см ближче до кінця важеля, ніж до іншого. Яка довжина важеля, якщо він перебуває в рівновазі? Задача нам известна о том, что к рычагу приложено две силы. F1 равно 6 ньютонов, F2 равно 4 ньютона. Сказано о том, что точка равновесия находится на 5 см ближе к одному концу рычага. Позначим это дело как дельта L равно 5 см. Найти длину рычага большой. У нас действие силы F1, это действие силы F2. Рычаг находится в равновесии. Где-то существует точка, на которой он опирается. Обозначим это значение как L1, плечо этого рычага, L2, плечо второго рычага. L2 меньше, поэтому, естественно, плечо будет больше тут, чем меньше. L1 напишем плюс L2 равно L. L мы будем искать. Еще знаем, что L2 минус L1 равно вот этому значению дельта L, которое указано, что ближе на 5 сантиметров, немножко это разница между величиной плеч 5 сантиметров. Здесь существует равнодействующее и наоборот действует реакция, точка на которой подвешен. Для того, чтобы рычаг находился в равновесии, необходимо, кроме того, что результирующая всех сил равна нулю, все эти силы, если сложить, результирующая будет действовать реакция равна нулю, то еще должна быть сумма моментов, действующих на этот рычаг, должна быть равна нулю. Если посмотреть, тут будет два момента. Один момент силы F1, другой момент силы F2. Если момент силы F2 – это ее плечо, он не действует по часовой стрелке, то есть, скажем так, положительное направление, то момент силы F1 действует против часовой стрелки. Плечо силы F1 – это L1. Можем и наоборот сказать о том, что это положительное направление, тогда это будет отрицательное. Это в сущности роли не играет, потому что мало того, что эти моменты должны быть равны, раз они равны, только единственное, чем равны, противоположные по знакам, модули их будут равны. Пишем момент силы, который действует F1, равен F1, что множится на L1. Момент силы F2 равен силе F2, что множится на L2. Мы говорим о том, что раз моменты сил этих равны, рычаг находится в равновесии, то модули этих моментов тоже будут равны. Можем написать, что F1 умножить на L1 равно F2, что множится на L2. С другой стороны, F1 и F2 известны, L2 и L1 неизвестны. Но мы можем здесь записать, чему равно L2 из этого уравнения. L2 будет равно L1 плюс дельта. Дельта L известна, L1 неизвестна. Тогда мы в этом уравнении получим только одно неизвестное, L1. Запишем F1 на L1 равно F2. Вместо L2 подставляем это значение. L1 плюс дельта. Открываем скобки. F1 на L1 равно F2 на L1 плюс F2 на дельта L. Переносим наше L1 неизвестное, поэтому переносим его тоже в левую сторону. Получаем F1 на L1 минус F2 L1 равно F2 умножить на дельта L. Вынесем за скобочки L1, получим F1 минус F2 равно F2 на дельта L. Так можем здесь определить L1. Так будет L1 у нас будет равно F2 дельта L делим на эту скобку. Подставим значение, что мы получим. F2 4 ньютона множится на дельта L 5 сантиметров и делить на разницу. F1 минус F2 будет 2 ньютона. Ньютоны сократили, двойку тоже можем сократить, здесь 2, и получим 10 сантиметров. Значит, L1 у нас равно 10 сантиметров, L2 можем тоже определить. L2 равно вот с этой формулы L1 плюс дельта L равно 10 плюс 5, получаем 15 сантиметров. А L равно сумме двух этих значений. L равно L1 плюс L2, получается 10 сантиметров плюс 15 сантиметров, получаем 25 сантиметров. Длина всего рычага вот этого L равно 25 сантиметров.